Всем привет! Я уверен, что многие самодельщики и радиолюбители знают, какая сейчас дорогая медная обмоточная проволока. Цена около 3-4 долларов за 100 грамм. Идти на базар и тратить такие большие деньги ради не очень серьезного проекта как-то жалко. Поэтому многие самодельщики пытаются добывать ее из разных бытовых приборов. Примерно год назад я узнал, что достаточно большое количество проволоки можно добыть из компрессора от холодильника. Если вы самодельщик и любите собирать хлам, то у вас точно должно заваляться несколько таких штук. Для того, чтобы компрессор разобрать, сначала нужно отпилить верхнюю часть его корпуса. Если это советский, то пропил делается с двух сторон. Извлекаем все внутренности и добываем нужную нам деталь. С помощью ножа убираем всю обвязку и извлекаем межобмоточную изоляцию. Благодаря тому, что здесь статор не покрыт лаком и полностью пропитан маслом, добыть проволоку отсюда становится намного легче. Смотрите, какая мягкая и послушная проволока. Потом, желательно пользуясь чем-то деревянным, чтобы не поцарапать лак, нужно вытолкнуть межпазовую изоляцию. Теперь начинается самый важный и ответственный процесс. Чтобы сохранить всю длину проволоки, не разрезая ее, нужно перед этим очень внимательно изучить расположение катушек и очень аккуратно извлекать их. Сразу скажу, если вы не рыболов или не очень терпеливый, то извлечь целую катушку у вас точно не получится. Слава богу, у меня есть папа, который может распутать такие узлы, смотря на которые мне становится плохо. Разматывать советую с помощником, так будет намного удобней. Тому, кто сматывает проволоку на мотовило, советую ее пропускать через тряпку, чтобы все масло, которое находилось на проволоке, впитывалось в тряпку. Наматывать тоже желательно на что-нибудь деревянное. Дерево хорошо будет впитывать масло. Разматывать пусковую обмотку я вам не советую. Там очень тонкая проволока и ее очень мало. Она очень легко спутывается и вы потратите слишком много времени и нервов. Мы решили немного поиграться и намотать тонкую проволоку тоже. В хозяйстве все пригодится. Вот так вот выглядит рабочая обмотка. Проволока здесь намного толще и по весу ее раза в 3-4 больше. Что меня очень удивило, так это несимметричное расположение обмоток. Посмотрите на количество свободных пазов слева и справа. Очень интересно, зачем так делают. В общем, при должном умении, весь процесс от распиливания корпуса до получения нашей проволоки составляет больше 2 часов. В конце катушку желательно покрыть древесной пылью и оставить так на несколько дней, чтобы окончательно удалить остатки масла. Проволоку я покупал всего лишь один раз в жизни. Все остальные проекты, двигателя, генераторы и все остальное мотал только проволокой, добытой из бытовых приборов. В итоге можно получить от 400 грамм до 1 килограмма медной обмоточной проволоки. Самый жирный улов, конечно же, будет в советских компрессорах. Правда, в последнее время они встречаются все реже и реже. Вы скажете, зачем так заморачиваться? Пойди размотай трансформатор или еще какую-нибудь катушку. Достань из телевизора катушку размагничивания. Но про эти способы и так все знают. Тем более со временем найти большой медный трансформатор или кинескопный телевизор с хорошей медной проволокой становится все тяжелее и тяжелее.
А вот холодильные компрессора используются до сих пор. Причем холодильники есть в каждом доме, и ломаются они не так уж и редко. Если у вас нет компрессора или вам нужно большое их количество, то можете обратиться к мастерам по ремонту холодильников и кондиционеров. Я уверен, что они с радостью отдадут их вам по цене металлолома, потому что они потом сами их разбирают и сдают на металл. Надеюсь, видео вам было полезным. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть еще много интересных видео. Спасибо большое за просмотр. Мирного вам неба над головой. До встречи.